Стоит ли менять Украину на Польшу? Ну, смотря кто зачем сюда едет. Например, есть такие люди, которые... Хорошо, это слишком глубоко я сейчас копну. Хорошо, скажем не так. Есть такие люди, которые сюда приезжают просто потому, что им нравится Европа. Они хотят жить в Европе. Вот они все уехали в Европу, бросили... Я буду говорить про Украину, потому что я из Украины. Они бросили Украину, все, приехали, они в Европе, им тут кайф, неважно, что бы здесь с ними происходило, они найдут себя здесь. А есть такие люди, например, как я. Изначально я сюда ехал, чтобы просто заработать денег. Я, честно говоря, не планировал, я думал, что я здесь останусь, но я не думал, что прям так вот я захочу здесь остаться, все, здесь все будет у меня зашибись. Я знал, с чем я столкнусь, в принципе, ну, так, более-менее плюс-минус насмотрелся разных блогеров. Я думаю, стоит, потому что в данный момент то, что происходит на Украине в плане заработка, а это, сами понимаете, вы даже не можете жилье себе оплатить. Поэтому я считаю, что стоит. По крайней мере, в данный момент. Дальше, может, что-то будет лучше, и, возможно, мы сможем вернуться. Наше правительство расставит правильно цены и тому подобное. Ну, это вот что касаемо, стоит ли менять или не стоит ли менять. Например, в моем случае я поменял, мне здесь нормально, и я себя здесь неплохо чувствую. Я еще хотел рассказать вам, с чем я столкнулся. Отношение людей здешних к иногородним. Опять же, там, к украинцам, к русским, к белорусам. Ну, скажу так, их очень бесит, когда вы не знаете их язык. Ну, наверное, это бы любого бесило, даже в вашей стране и в вашем городе. Если бы приехал какой-то испанец там и вам бы что-то там говорил на испанском, вам бы тоже это не понравилось, но вы бы как-то к этому более лояльно отнеслись, я думаю, как мы, украинцы, когда к нам американцы приезжают. Здесь не так. Здесь их реально бесит. Если вы не знаете язык, им это очень не нравится. Я с этим столкнулся изначально, но я для себя хотел его выучить, потому что мне это было интересно, так как я знаю, что я здесь остаюсь, я здесь буду жить, и я в любом случае должен был его хоть как-нибудь на начальном уровне обучить, изучить и тому подобное. Вот. Отношение людей в целом нормальное, точно такое же, как у нас в Украине. Есть также быки свои, да, то есть наглый народ. Есть нормальные люди, которые адекватные, спокойные. Есть кто поможет, есть кто не поможет. Ну, то есть все точно так же, как у нас. Это не Мексика. В Мексике, я знаю, там быстренько тебя под углом прихватят и все. Не буду спрашивать, как тебя зовут. Здесь попроще. С этим можно как-то жить и как-то можно с этим привыкнуть к этому всему. Дальше. Желание уехать домой. Что касаемо меня. Первые полгода, не месяц и не 2, полгода, минимум 5 месяцев, я очень сильно хотел уехать домой. Я уже работал, я уже зарабатывал деньги, уже жил, все, класс, можно тут жить, там очень круто. Но мне очень сильно хотелось уехать домой, потому что другой народ, он все равно другой, другие люди. Ну вот как-то, они вроде те же самые, но все равно другие. Вы это поймете, почему я это говорю. Я не могу это объяснить. Вы просто, когда приедете, вы сами это увидите. Поэтому мне безумно хотелось уехать домой. Да, дома я знал, что я особо и денег не заработаю, и ничего у меня там не будет хорошего, но мне реально хотелось уехать домой. Но как только я чуть-чуть освыкся, чуть-чуть буквально, там полгода, чуть больше полгода, я уже начал привыкать, я уже вошел в эту колею, я выучил уже язык, а сейчас я уже могу разговаривать вообще нормально, вот, и не отличишь порой. И мне уже стало тут неплохо. Иногда я вспоминаю эти моменты там из Украины, да, где я работал, там, через что я проходил, то мне настолько не хочется домой, что просто капец. Здесь ты в расслабленном состоянии. Единственное, еще, кстати, с чем я столкнулся, и вы все столкнетесь, это документы. Для того, чтобы здесь остаться, здесь нужно очень много пройти геморроя в плане документов, потому что если, например, в Испании вы хотите остаться и вы намерены, вам нравится Испания, это я просто знаю, я пробивал эту инфу. Может, сейчас кто-то посмотрит и захочет поехать в Испанию. Если вы там хотите остаться, и вы вот реально сказали там, где там, у нас тут ужент, а у них там, паспортный стол, да, и вы им говорите, я хочу остаться в Испании, мне все нравится, все круто. Вам там документы очень быстренько оформят. Они заинтересованы вам помочь, чтобы вы там остались. Здесь нет. Здесь, извините за выражение, вы никому нахрен не упали. Потому что здесь иногородних, наверное, больше, чем уже поляков самих, честно вам признаюсь. Миллионами выезжают, просто штабелями выезжают, кучу людей. Поэтому здесь тяжело будет вам с документами. Но опять же, если вы едете на полгода по открытой визе рабочей, просто поработать и вернуться домой, открыть опять визу, опять приехать, как многие делают, у вас проблем вообще не будет. Виза закончилась, собрали манатки, поехали домой. Все, приехали обратно, опять полугодовая виза, но, конечно, вы потеряете жилье, вы потеряете ту работу, а вы там уже привыкли.
То есть есть свои минусы, естественно. Я здесь остался, я все время на одной работе, то есть 2 месяца у меня ее не было, потом я ее нашел, и вот с тех пор я там работаю до сих пор, уже 2 года, ну то есть почти 2 года, 1,5, чуть больше там. Я домой не ездил, но я домой сейчас выехать я не могу. Я подался на карту по быту, чтобы здесь остаться, на документы, это все собирал, все делал, адвоката нанимал. И, ну, как бы я здесь остался, но я теперь не могу отсюда выезжать, потому что у меня нет ни карты, ничего. Я просто жду, пока мне все это сделают. Так же будет и у каждого из вас здесь, тот, кто захочет здесь остаться. Поэтому, не знаю, я, наверное, если бы сейчас вот этого всего не знал, и вот изначально я приехал, да, первый раз, и я бы вот на визе рабочей отработал бы полгода, я бы, наверное, поехал бы опять домой, лучше бы открыл бы ту визу и приехал бы сюда еще раз. При этом я эти полгода могу выезжать, куда я хочу. Мы ездили и в Австрию, в Вену, и куда угодно. По Европе можешь ездить, где хочешь. А сейчас я могу ездить только по Польше. Все. Ну, то есть, делайте выводы сами. Я, опять же, не даю советов. Я просто рассказываю, через что прошел я и с чем столкнулся я. Что еще вам рассказать? Насчет всякого воровства, вот этого всего, там, телефоны, деньги. Да нет, ну здесь с этим попроще. Единственное, что они здесь тырят, это велосипеды. Вот если у вас здесь будет велик, замок лучше покупать дорогущий, потому что для них велик это даже дороже, чем машина. Он у них дороже, чем автомобили некоторые стоят. Поэтому я столкнулся, опять же, с тем, что я не могу поехать в спортзал на велике, потому что у меня его слямзят. И все, потому что у меня нет нормального замка. Даже если я куплю нормальный замок, мне все равно будет стрёмно его оставлять, потому что велик у меня хороший. Ну, как-то так. А еще одно хотел сказать, с чем я столкнулся. Хочу добавить. Врачи и больницы – это важная информация, потому что у многих есть проблемы со здоровьем. Если вы хотите попасть к какому-то врачу, здесь вам нужно... Я не знаю, это нужно нервы каменные иметь, потому что, во-первых, вас, вот звонит, например, человек, да, представим, у него там рука сломана, ну так, это такое черное представление, но сам факт. Звонит человек, говорит: здравствуйте, у меня тут рука поломалась, ему скажут: вы извините, вы в очереди постойте месяц, потому что тут до вас у всех поломанные руки. То есть это не так, как в Украине, пришел, увидел, сделал и пошел. Здесь, конечно, лучше не болеть, здесь с врачами полная жесть и полная жопа, потому что я, когда ходил к врачам, я обошел 3 больницы, у меня еще не было тогда Песеля. Песель — это идентификационный код здесь в Польше. Я пошел без него на паспорт, это было все очень трудно. Поэтому, когда я с этим столкнулся, мне не очень повезло. И хотя меня вписали по паспорту, еще тогда было можно, но сейчас уже так нельзя. Сейчас только по коду идентификационному записывают. Вот. Но я все-таки попал к врачу, полечился, и мне ничего не помогло. Я все равно, в общем, итоге поехал лечиться в Украину. Ну, это такое дело. Я один раз еще тогда мог выехать в Украину, потому что у меня была открытая виза. Хорошо. Не будем разглагольствовать, на этом, я думаю, будем с вами прощаться. Хочу просто сказать общий вывод. Жилось мне здесь нормально, люди здесь нормальные, привыкнуть можно, работу найти можно, ее здесь тоже навалом, а бы было бы желание у вас работать, неважно где, если особенно вы не переборчивый. Жилье найти можно, особенно если вы с женой, с другом, с девушкой, в общем, вдвоем, не один. А если вас еще больше, чем 2, то вообще шикарно. Вообще целую квартиру снять можете. Мне здесь нравится, я здесь, в принципе, всем доволен, кроме как оформлением документации. Это единственное, что меня смущает. На этой ноте я буду уже завершать все свои рассказы. Если я вдруг что-то упустил, а я наверняка что-то упустил, я просто хочу и по-быстрому. Мне не хочется, чтобы это видео тянулось 30 минут, потому что мое балабольство 30-минутное, ну, это я не очень такое приветствую на ютубе. Максимум 10, может чуть больше. Короче, скажу вам так, в целом, давайте так, концовка. За 2 года здесь прожитые, мне здесь нормально, мне здесь нравится. Я не скажу, что это прям шикарная жизнь. Можете приезжать смело, не бояться, тот, кто там не боится ничего бросить. Ну и поэтому все, я всем рекомендую. И в конце, как обычно, хочу сказать то, что ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, и сделаем с вами так. Если я упустил какие-то моменты, они вам очень интересны и важны. Если у меня в комментариях насобирается 10 важных вопросов или каких-то там, может, еще советов, если вы их все напишите, я следующее видео посвящу ответам, советам и уже на конкретные ваши вопросы, или там кто-то может меня в чем-то подправить. Поэтому всем пока, спасибо за просмотр. Это был Дима Лесин, JD's, как вам будет удобно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, потому что если вы его не поставите, то вы просто-напросто не увидите, когда выйдет новое видео.